Всем привет, с вами Тандер, и в этом видео мы рассмотрим F16CM Побит. Начнем сразу с ЛТХ. F16CM Побит обладает меньшей тягой и, следственно, ТВР, чем F16C Блок 50. Это выливается в неприятный вывод. Набор скорости происходит медленнее. Если Блок 50 делит по сути третье место вместе с Еврофайтером, то Побит это точная копия F15C Golden Eagle. Конечно, я не осмелюсь сказать, что это плохой результат. Это по факту четвертое место в таблице лидеров. Однако факт есть факт. Набор скорости хоть и не критический, но хуже, чем у Блок 50. Однако есть некоторый нюанс. Двигатель Побит выдает больше тяги до 580 км в час на высоте 10 тысяч метров, нежели двигатель Блок 50. А вот на высоте 100 метров Блок 50 выдает больше тяги до 1280 км в час. При этом после сильно проваливается, в то время как Побит обходит его после данной скорости, вплоть до флаттера. Не знаю, зачем я это вам сказал, но теперь вы знаете это. Что же касается маневренности, по сути одно и то же. Разницей можно пренебречь. Она примерно 1 градус в сторону Побит в устоявшемся вираже. В целом Побит, если рассматривать его не опираясь на прошлый F16, чувствуется юрким, быстрым и приятным. Действительно, перегрузки и углы виража он выдает очень приличные и позволяет комфортно себя чувствовать в любых ситуациях. Давайте теперь поговорим про системы самолета. Одна из основных отличительных черт нового F16CM Побит это новая РЛС. Вместо стандартной пожилой щар тут стоит Афар, который, если честно, в целом-то неплох. Сектора неплохие: 30/15 за 1,2 секунды, 60/15 за 2,4 секунды и 60/30 за 4,8 секунды. Вот только есть проблема. Общий сектор РЛС 120/120 градусов, то есть 60 градусов в каждую из сторон. И это, так-то это неплохо, конечно, только вот у врагов будет поболее, и с такой проблемой, к сожалению, США будет сталкиваться до скончания времен. Но сегодня не об этом. Так что никаких вам сопровождений в ночи или удержаний при агрессивном уклонении. И да, если интересно, можете наводить до 12 ракет, только у вас всего 6 ракет. Ну и ладно, с запасом, как говорится. Что касается СПО, то все хорошо. Углы работы по вертикали на данный момент, правда, плюс-минус 45 градусов, так что не забывайте крутиться, если летите слишком низко или высоко, чтобы всегда знать, если в вас что-то летит. НСЦ стандартная 20 километров. Ну и в целом-то неплохо, верно? Верно, неплохо, но прямым конкурентам уступает. А что у нас по вооружению? У нас тут два новых вооружения: АГМ-154А1 JSOW для поражения наземных целей и АИМ-120D для поражения воздушных. JSOW в данном варианте представляет из себя буквально 1000-фунтовую бомбу, что равно примерно 500 килограммам, а значит в тротиловом эквиваленте это и вовсе 117 килограмм. Основной плюс JSOW заключается в том, что они действительно летят просто невероятно хорошо. Это лучшая планирующая бомба, и что самое интересное, она очень долго не теряет высоту, что позволяет ее кидать с малой высоты. Несмотря на это, у нее есть огромный минус: скорость пуска в данный момент до 0,9 маха, что как бы очень мало. Таких бомб вы можете взять 4 штуки. Вот только ГБУ-39 сняли ограничения на пуск по скорости, а значит 39-е стали на голову сильнее и удобнее. В целом по штурмовке это тот же Блок 50, ничего такого, можно поштурмить, но не сказать, чтобы очень просто, если рассматривать современные реалии боев. Теперь давайте к вооружению воздух-воздух. Помимо стандартных АИМ-120Б, С5, а также АИМ-9М, в этот раз появилось новое вооружение АИМ-120Д. Если кратко, то они действительно играются и ощущаются лучше, а если быть точнее, то у АИМ-120Д по сути нет накопления ошибки местоположения при полете в ИН, а максимальное отклонение от целеуказания в инерциальном режиме составляет 7 метров. Это позволяет ракете, если вы подсвечиваете цель для нее, держать захват цели в разы прочнее, что заметно. Скажу так, АИМ-120Д это просто чуть лучшая версия АИМ-120С5, которая попадает лучше по уклоняющимся целям, и именно так она ощущается, и это только благодаря улучшению ГСН. Подводя итог, можно сказать просто: да, самолет хороший, чувствуется приятный, быстрый, маневренный, в целом хороший радар, но то, что всего 6 ракет, при этом РЛС с 60 градусами обзора, огромный минус в текущих боях, так как вы физически уступаете всем своим конкурентам. Так что результат выходит странный. Если вы хороший игрок, то да, вы сможете показать результат. Но если вы хороший игрок, то вы на любом самолете сможете показать результат. А вот среднему игроку и ниже на F16CM будет не очень комфортно. ТРБ играется, скорость хорошая, маневренность тоже, да и 8 ГБУ-39 с доп. Контрмерами позволяют уклоняться от РГСН, при этом заниматься близкой штурмовкой против ЗРК. Маверики тоже есть, но тут сами все понимаете, использовать только если нет ЗРК. Вот такое вот видео вышло по F16CM Побит. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.